Так, сегодня прекрасная погода, легкий теплый ветерок, сзади меня прекрасная радуга, видите? Да, был дождик утром, но сейчас вот видите, солнечно, аж щурюсь. Хочу продолжить свою серию «Я построил дом», и вот мы уже дошли до существенных действий на вашем будущем, на участке, где у вас будет дом в будущем, уже подошли к строительству. Почти. Почему почти? Потому что вы сейчас должны подписаться на меня. Значит, напишите мне в комментариях, что вы думаете об идее строительства дома. Я, например, ярый сторонник того, что нужно жить в домах. Потому что когда вы живете в доме, у вас совершенно другое отношение к жизни. В доме вы хозяин, в доме вы несете ответственность за эту землю, в доме вы можете что-то вырастить, выйти в любой момент на улицу и, например, на улице пожарить шашлык или вырастить дерево. Ну, то есть в доме у вас воспитывается чувство собственника, чувство хозяина земли. В квартире вы вроде как хозяин, но это как вы хозяин, извините за выражение, своего загончика. То есть у вас соседи, у вас какая-то общая совместная собственность, у вас чужие звуки, чужие голоса, чужие запахи. Нет. Квартира, в моем понимании, это для обслуживающего персонала. У собственника должно быть вот свой клочок земли, у хозяина. Там, где он может прийти и построить свой дом, посадить свое дерево, вырастить свою семью. Но это мои индивидуальные загоны, может быть, вы считаете по-другому. Так вот, даже если мы говорим о даче, с чего нужно начинать, я вам уже рассказывал, свой критерий выбора места, где нужно строиться. Ну, я говорю про дом, не про дачу. Критерии выбора места по коммуникациям. Также рассказывал вам о подводных камнях, связанных с сносом предыдущего фундамента, на что вы можете попасть, на какие проблемы. Итак, мы имеем, если вы меня послушали из всех предыдущих видео, мы имеем выставленные колышки по границам участка, натянутая между ними ленточка или тросик какой-то заметный для вас. Также пятно застройки вам выставил геодезист, который с вами приходил, кадастровый инженер. Вы знаете, где ваш участок, вы знаете, где ваш дом. Первое, что вам нужно будет сделать, это нужно будет построить забор, потому что воровать будут с участка в любом случае. Последуйте вы моему совету, привезете вы контейнер, где вы будете хранить, или гараж, где вы будете хранить ваши стройматериалы, или вы не последуете моему совету, начнете складывать свои строительные материалы на участке. В любом случае будут попытки вас обворовать. Увы, это российские реалии. Я при всех прочих равных рекомендую вам строить забор на ленточном фундаменте. Никогда не поступайте так, как я поступил, и не совершайте мою ошибку, не ставьте забор на отдельно стоящие столбики с вот такой вот бетонным основанием. Этот забор у вас будет по-любому, что бы вы ни делали, склоняться, сдвигаться, и столбики будут как кривые зубы во рту. Это неизбежно. Как бы я построил забор, если бы у меня сейчас вот в Испании был свой клочок земли?
я бы во всю длину выкопал траншею, минимум глубиной 40 сантиметров ниже уровня грунта. Обязательно внизу заложил бы трубы ПВХ, лучше не ПВХ, даже ПНД, поливинил ПВН. То есть вот эти вот черные трубы водопроводные диаметром, ну, желательно больше 30 миллиметров, то есть 3 сантиметра, а лучше и больше. В общем, толстостенные трубы бы я заложил внизу фундамента, ниже, ну, вот по самому низу фундамента будущего для забора. Потому что обязательно должен быть дренаж. Кстати, в российских требованиях написано о том, что забор должен иметь дренажное отверстие для того, чтобы вода с участка, который находится выше, могла перетекать на участок, который находится ниже. Собственники участков ниже по склону не могут препятствовать вам в спуске с вышестоящего участка талых и ливневых вод. То есть вы имеете полное право перепускать поверхностные воды на участок ниже по уровню грунта, по уровню земли. Кстати, обратите внимание, что перепланировать ваш участок в России, если перепад высот составляет больше 50 сантиметров, без согласования с администрацией, вы не имеете права перепланировать участок. То есть, если у вас участок, допустим, на въезде метр, а, допустим, краю участка 0 по отношению к, ну, один к другому, то вот при таком перепаде, если вы хотите все разровнять или подсыпать, вам нужно согласовывать это с администрацией. Таковы законы в России. Поэтому я бы вообще рекомендовал сохранять естественные вот эти вот перепады высот. Мне кажется, это красиво. Я у себя в Горячем Ключе построил опорную стенку где-то сантиметров 70 высотой, но она так хорошо уходила в грунт. И я сохранил перепад для того, чтобы было просто красиво, ландшафтно, такие вот терраски. Я их сохранил. Вот. У меня был существенный перепад, и я его сохранил для того, чтобы было красиво. Мое мнение. Если вы будете равнять и подсыпать, ну, во-первых, вы попадете не на деньги, во-вторых, мне кажется, это бессмысленно, потому что можно это все обыграть, можно дренаж заложить, и естественный уклон позволяет воде стекать, то есть это даже к лучшему, чем одно стоячее болото. По поводу фундамента для забора. Когда вы заложили трубы ПНД, вот черные такие водопроводные кусочки, в основание фундамента, для того, чтобы вода, которая будет подтекать под забор, могла просачиваться под ним и, допустим, не замерзать, но зимой, когда будет ниже нуля температура, в России практически во всей территории бывают минуса, даже в Сочи. Вот. Заложите этот дренаж, чтобы вода не стояла под бетоном, под забором, под этой лентой фундамента заборного. Ну, примерно каждый метр я бы закладывал трубу диаметром 50 миллиметров, то есть 5 сантиметров каждый метр. Не ошибетесь, поверьте мне. Воды, особенно на юге, на Кубани, бывает много. Бывают такие залповые ливни, что у вас под забором может быть озеро образоваться. Подстрахуйтесь на вход этой трубы. Например, я бы положил какой-нибудь материал типа марли, чего-то такое проницаемое для воды и то, что не будет забиваться грунтом. И вокруг вот этих вот трубок насыпьте какого-нибудь пористого материала, типа, ну, самый лучший вариант я бы насыпал гравия круглого, вот, чтобы он не
слипался между собой, круглый гравий будет лучше пропускать. В отличие от щебня, круглый гравий лучше пропускает воду. И потом бы сверху присыпал песком. Тогда вообще супер. То есть получается, песок пропускает как фильтр воду, потом гравий, и потом, допустим, что-то подобное марли на входе в эту трубку, чтобы она не забивалась, хорошо пропускала воду. Один отрезок трубы, один дренаж на каждый метр с запасом. Дальше вы ставите столбики. Обязательно каждый столбик снизу к нему крепите как-то, подваривайте или всверливайте горизонтальную перекладину. То есть, чтобы столбики держались в бетоне не только за счет того, что они облит вокруг них бетон, но и за счет того, что есть закладная. То есть столбик должен иметь Т-образное перекрестие или как крестообразное перекрестие в бетоне. Для горной местности, такой как Горячий Ключ, где грунт ползет, или вообще для мест, где могут быть перепады высот, я бы рекомендовал все столбики между собой соединить проваренной или перекрученной, ну тогда нужно в бетон ее погружать, арматуриной. Хотя бы одна арматурина должна между собой связывать все вот эти столбики воедино. Приварить ее к столбикам или вязальной проволокой прикрутите. Арматурину берите, ну, в худшем случае 6, а лучше 8. Если по-богатому, то 10, то есть сантиметрового сечения. И свяжите все столбики между собой. Ставьте их на расстоянии где-то 1,5 метра друг от друга. Столбики должны быть с запасом над грунтом, они должны находиться на высоте 2,30. То есть 2 метра у вас забор, а сверху я бы вам рекомендовал пустить живую изгородь, что-нибудь такое красивое. Забор самое практичное, дешевое, это металлопрофиль. Кстати, да, вот по поводу металлопрофиля. Перед тем, как вы будете строиться, не делайте ошибок, как у меня. Перед тем, как вы будете строиться, проедьте по тому месту, где вы будете строиться, и найдите для себя поставщика. Где вы будете покупать щебень, где вы будете покупать песок, инертные материалы, прочие. Под подсыпку. Найдите для себя место, где вы будете покупать цемент, кирпич, который понадобится иногда. Где вы будете, найдите столярный цех, где вы будете покупать себе доску обрезную. Для того, чтобы, допустим, делать какие-то опалубки, еще что-то. Также найдите для себя место, где вы будете брать металл. Не рекомендую использовать стеклянную арматуру при всей ее легкости и дешевизне. Но как-то у меня глаза не лежит, вообще душа не лежит, и глаз не горит от стеклянной арматуры. Мне кажется, это для чего-то очень декоративного. По крайней мере, для забора я бы рекомендовал взять 8 арматуру, парочку, то есть не одну арматурину, а 2, чтобы по низу и поверху пустить арматурину. Даже можно ее пускать, знаете, каким образом? Пустить вот прямо на уровне, где вы будете заливать бетон, чтобы она была на границе бетона и воздуха. Это отличный вариант, потому что если что-то нужно будет подвязать потом к забору, вам не нужно будет сверлить в заборе, а подковырялись под арматуринкой, подсунули проволочку и вот подвязали, что вы хотите. Живую изгородь, там, не знаю, дерево и еще что-то. Вот. Я в Горячем Ключе, когда строился, метался, искал металлобазы какие-то, еще что-то. Но, к сожалению, большинство металлобаз в Горячем Ключе хотят, чтобы я, любой покупатель, приезжал и выбирал у них какой-то объем. И у них проблема с тем, что доставку нужно найти, где-то там пригласить какого-то доставщика, заплатить за резку. В общем, все вот эти вот
Косяки вы должны сами исправлять, сервиса. С моей точки зрения, это косяки. И практически последние годы я пользовался сервисом на Ярославского, есть в Горячем Ключе, металлобаза называется Металлопрофиль, фирма. Там у них есть и обрезная доска, есть и металлопрофиль, то есть для забора самое то, и любые трубы, и круглые, и квадратные, арматура, сетка, вязальная проволока, цемент я у них постоянно брал, и там есть у них и грузчики, и те, кто порежут. И самое главное, что для меня удобно, вот когда мне нужно пару мешков цемента, я приезжал, они бах-бах мне накидали в багажник моей машины, и я уехал. А когда мне нужно много, допустим, нужен лес или нужен металлопрофиль, заказал, у них своя доставка, такие маленькие машинки, грузовички ездят, привезли, созвонились. Обязательно ищите себе такое место, где у вас будет личный контакт с продавцами и хозяевами. Там, где люди работают за репутацию действительно. Альбина, которая вам может посчитать кровлю в металлопрофиле, она специалист, она много лет этим занимается, отлично знает, подскажет, что вы, может быть, сами забыли, даже если вы опытный специалист. И Максим. Он руководит этим магазином Металлопрофиль в Горячем Ключе. Макс вообще классный парень. С ним можно договориться по любым формам оплаты, которые вам удобно. Он вам может сделать, если вы оптовый покупатель или постоянный покупатель, скидку. Ну, в общем, компанейский нормальный парень, такой немножко на расслабоне, с ним и поговорить за жизнь можно, пока ожидаешь подгрузки. Самое важное, он действительно, ну, по-русски говоря, попу рвет за репутацию. То есть иногда бывает такое, что те ребята, которые грузят, ну, что-то как-то не в настроении, не так с вами поговорили. Можно Максу сказать при следующем заезде, что что-то не пошло не так. И он вам в качестве извинения от фирмы там что-нибудь, каких-нибудь ништяков отвесит. Или просто поговорит, извиниться. В этом плане вот человеческий подход, когда вот видишь, что хозяин металлобазы заинтересован в тебе как в клиенте, меня всегда подкупал. Плюс у него удобно, он ближе всех к центру Горячего Ключа находится, на Ярославского, недалеко от культового магазина «Престиж». Надеюсь, он до сих пор работает в Горячем Ключе. Классный парень, Альбина супер специалист по кровле, веселая, красивая девушка, так что я туда приезжал иногда просто, чтобы ребятами перекинуться парой слов, ну и что-нибудь прикупить себе. У них же есть еще магазин с кабинных изделий. И там, на самом деле, если ты приедешь, так вежливо попросишь тебе дать скидку за объем, то можно и на этом получить каких-то бонусов. Мне вот нравилось то, что приехал, оформил доставку, привезли, позвонили заранее, как часики работают ребята. Так вот, вам нужен забор, вам нужен бетон. Бетон нужен хорошей марки, потому что в Горячем Ключе, как и в принципе везде, даже в Туапсе и в Анапе, у нас очень часто зимой бывает переход через ноль. То есть бывает такое, что дождь пошел, потом все это заледенело, потом разморозилось, потом опять заледенело. Я бы вам рекомендовал не экономить на заборе и залить эту ленту шириной, ну, не меньше 15 сантиметров, глубиной 40 сантиметров, сплошняком, с двумя арматуринами, которые все столбики будут 2 метра 30 сантиметров над грунтом они должны быть. И то есть вниз должны еще уходить на сколько? Правильно, они еще должны уходить, ну, как минимум на 40 сантиметров. То есть, прикиньте, да, 2,70 каждый столбик должен быть, через 1,5 метра. Залейте такую ленту. И дальше, в зависимости от того, что вы хотите. Вот я сейчас смотрю, вот на такое решение, оно мне очень нравится. Посмотрите, столбики, ну, тут уже покрашенная квадрат труба идет. И живая изгородь. Отличное решение. Можно так сделать, если вы готовы ждать несколько лет, когда это все зарастет. Но зато это, посмотрите, как красиво, экологично.
особенно если это будет цвести. Но если у вас есть боязнь соседей, поставьте себе просто до 2 метров, сделайте сплошной забор из металлопрофиля, а выше еще 30 сантиметров надставьте какой-нибудь сеткой или несколько рядов проволоки, желательно в оплетке гибкой такой натяните и пустите тоже живую изгородь. Я, например, делал у себя такую изгородь над забором. Он у меня был из рабицы, но я его заплетал красивыми кавказским плющом, заплетал его такими вот подобие этому растениями. И сверху я опускал, чтобы красивая плетущаяся роза была. Ребята, это супер, когда это все заплетает, цветет. Ну и плюс плетущаяся роза, это что? Это еще и такая живая колючая проволока. Кавказский плющ, он вечно зеленый. То есть у вас и зимой, и летом будет красивая живая зеленая изгородь, а сверху цветущая роза. Ну да, зимой она не цветет, но зато в остальное время практически постоянно, если несколько сортов смещать. Шиповник даже тоже красиво, он зелененький, цветет так красиво, потом еще и полезен. Ну вот вам коротенечко рассказ про забор. Сделали у себя забор, поставили столбики, металлопрофиль или вот такую вот сетку, готовые секции закрепили. Сверху, значит, пустили себе живую изгородь или все целиком. И вот у вас готовый забор. Ворота рекомендую делать откатные. Так удобно, особенно если снег выпадает, откатные ворота легко сдвинуть. Механизм, думайте, какой вам больше нравится. Самый простой это на роликах, вот, чтобы они катались по направляющей. Для более богатых людей можно сделать подвесной механизм на электроприводе. Вот. И когда снег выпадает с такими воротами, меньше геморроя на выезд, откапывать меньше. Откатные ворота делайте, ребята, их шириной такой, чтобы с запасом прошел КАМАЗ или бетононасос. У меня в горячем ключе такие ворота были, по-моему, если я точно помню, 4,70 шириной. С гарантией заходит погрузчик, то есть трактор с ковшом, КАМАЗ, бетононасос. И ни в коем случае не делайте ворота с крышкой сверху. Тогда вы никакую технику не загоните. То есть, если откатные ворота должны быть, то они должны откатываться так, чтобы прошел любой габарит, любой высоты. Кран, КАМАЗ, бетононасос, любая техника. И еще очень важно, под воротами обязательно должна быть на 50 сантиметров, а лучше на метр, в одну и в другую сторону под воротами. Во-первых, они должны быть повыше сделаны, чем все остальные. То есть ворота должны находиться на возвышении относительно подходящего к ним заезда, чтобы, допустим, зимой, когда подтаивает, вода стекала от ворот и не заливала механизм. Второе, то есть перепад высот, ну сделайте хотя бы там 10 сантиметров на метр. И из-за этого, из-за того, что у вас будет под воротами, вернее на воротах будет подъем 10 сантиметров на метр, обязательно делайте под воротами закладные и на метр в одну и другую сторону сделайте бетонную плиту. Тоже толщиной, ну не меньше 7 сантиметров, армированную арматурой, той же можно 8, а лучше 10 сделать. И возьмите арматурную сетку, заложите. У меня очень часто, пока я не дошел до такого решения, была ситуация, что заезжают грузовики и на воротах, там, где они вынуждены притормаживать, чтобы войти в габарит, они проседали, буксовали, застревали, их приходилось выдергивать. На воротах машина всегда притормаживает, и поэтому там должно быть твердое бетонное основание. Метр до ворот, метр после ворот, перепад высот, чтобы ворота были выше, верхней точкой. И это должна быть бетонная плита, минимум 7 сантиметров толщиной, армированная сеткой и
арматурой, десяткой. Бетон я использовал для подливки под ленту забора и подворота 350 марки. Он хорошо выдерживает переходы через ноль. И не трескается, и не сыпется. Один раз потратились, и потом живете с этим забором десятки лет. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки за этот подробный рассказ. Если вы в горячем ключе собираетесь строить, покупайте в металлопрофиле. Мне они нравятся. Кстати, у них есть магазины и в других районах Краснодарского края. Всем пока. Жду ваших комментариев.